Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан. ФК-24, у нас идет второй сезон, и мы боремся за чемпионство, и также бьемся в Лиге Чемпионов. Сегодня у нас схватка между Миланом и Ювентусом, это первая игра в сегодняшней серии. Также сегодня нас ждет шестая игра в группе Лиги Чемпионов, и там мы будем, ребята, биться за первую строчку спорту. Вот так вот все сложилось. Ну и потом вернемся в чемпионат, сыграем еще одну игру. Вы поддержите все это дело своим лайком. Если здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, также по ссылкам в закрепленном комментарии. Переходите в наш телеграм, там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований. Там же ссылка на мой Twitch канал, где у нас проходят стримы и киновечера. Ну а также ссылка на мой второй канал с прохождениями, его название Фандом Лига. Там у нас сюжетные игры. Всем буду рад. Ну и давайте отправляться на первый матч. Ювентус сейчас идет вслед за нами. Вот их стартовый состав. Играют они сегодня 3 центральных защитника, и из последних 5 матчей у них всего лишь одно поражение. Ну и нам сегодня, ребята, нужно выложиться по максимуму. Мы сегодня также выходим играть в 3 центральных защитников. Вот такая вот схема у нас сегодня будет. Ну и поехали. Я решил сыграть в 3 ЦЗ, чтобы, так скажем, они не сильно устали. Потому что через 2 дня на 3-я игра спорту, и там, по идее, мы уже вышли в следующий раунд Лиги Чемпионов, но хотелось бы выйти именно с 1-го места, поэтому нужно немножко сэкономить силы. В прошлой серии Ляо показывал себя просто восхитительно. Альварес забил шикарный гол в Лиге Чемпионов. Возможно, сегодня команда сможет нас тоже приятно порадовать. Канцелу сейчас пошел на забегание, получает передачу от Чуквезе. Канцелу пытается стряхнуть соперника. Ну и зарабатывает по итогу первый угловой уже на 4-й минуте. Извиняется он перед Шешко, что мяч не дошел до него. Чуквезе, подача с левой, момент, удар. До удара пока дело не доходит. Против Саливы. Смог продраться. Ну а здесь уже наша команда заставила соперника мяч потерять. Шешко. Как он здесь в коридорчик на Чуквезу прокидывал, но вот чуть-чуть не хватило. Ну и пока, ребята, у нас такой довольно плотный матч именно в центре поля. Тео Эрнандес. Снова не проходит, пока все зоны перекрывают. Здесь Тео Эрнандес забегал, Ляо пытался найти его передачей. А это уже Кьеза. Заскакивает в штрафную. Кьеза бьет шведой в ближний, но Эдерсон на месте. Здесь просто, как знаете, реактивный автомобильчик. Кьеза пролетел по флангу, заскочил в штрафную и умудрился еще и пробить. Ковачич отыгрался с соперником. Немножко перемудрил, и снова Юве забирает мяч себе. Какая передача пяточкой! И нам просто повезло, ребята, сумасшедший отскок, рикошет. И Тамори от его колена мяч летел уже, казалось бы, в пустые ворота. Я честно думал, что все, мяч уже залетает в угол. Здорово, здорово Ювентус действует на выезде. У нас пока вот таких вот моментов сегодня не было. Чтобы вот так опасно мяч летел в сторону ворот. Снова Канцелу. Передача в центр. Бенасера немножко прикрыли. Он находит Шешко. Шешко пытался ударить. И удар был заблокирован. У нас 38-я минута. Я бы отметил, как здорово Ювентус держит мяч у себя. Но вот сейчас Ляо разыгрывает Шешко. Шешко находит его ответной передачей. Но кажется, там было положение вне игры. Да, чуть-чуть Ляо заскочил в офсайд. Именно поэтому мяч достается Ювентусу, и у нас последние 5 минут. Неплохо сыграли на фланг. Здесь Ляо подстраховывает Тео Эрнандеса. Ляо мяч выиграл. Ну а вот теперь в контратаку. Не смог здесь Ляо прокинуть на Шешку. Сегодня много вот таких передач, которые именно блокируются в ногах игроками Ювентуса. Ну и пока первый тайм 0-0. Но я бы сказал, знаете, чувствуется, что встретились команды, которые идут
бок о бок в турнирной таблице. Здесь нет какого-то раздолья голевого, нет каких-то сумасшедших счетов на табло. Есть две хорошие команды, которые готовы биться на каждом участке поля. Ну и вот сейчас пошел Ляо в атаку, удар по воротам, честный вступает в игру. Второй тайм уже начинается с атаки нашей команды, с хорошего момента. Классная передача на Рабье. Он открывается по флангу. Делает пас дальше, Влахович. Никакого пенальти. Здесь все в чистую. У нас Галлахер выходит вместо Ковачича. Нужно дать ему отдохнуть перед матчем Лиги Чемпионов. Подача. Эдерсон спокойно выходит. Ну и побыстрее. Пошла атака уже нашей команды. Шешко. Тащит пока что мяч сам. Рядом только Чуквезе. Шешко, здорово. Чуквезе. А дальше? А дальше на Галлахера не получилось прокинуть. Удар есть. Еще один, и мяч все-таки оказывается в сетке. Не смогли мы здесь отбиться. Кин забивает на 71-й минуте. И Ювентус все-таки выходит вперед. Но здесь вот опять дурость Фифы. С первым ударом справились. Дальше мяч просто скачет рядом. Наши смотрят. И в итоге мяч оказывается в воротах. У нас Альварес выходит вместо Шешко. Канцелу, здорово. Чуквезе. Передача в центр на Галлахера. Дальше Бенасер. Ну и побежали вперед. Пас на Ляо. И снова прерывают. Там уже Ляо бы выскакивал 1 на 1 с голкипером. Галлахер. Долго. Пытался выкатить Альваресу, но уже успели накрыть. Ну и судя по всему, ребята, мы уступаем Ювентусу. Уступаем у себя дома. И они приближаются к нам в турнирной таблице. Бенасер встретить. Но здесь уже даже времени на контратаку не будет. Еще один удар, мы еще и второй получаем. Это Кьеза. Переиграли мы аж 3 добавленные минуты. И Ювентус ставит жирнющую точку. Не получилась сегодня игра. Вот где-то немножко не хватило, где-то немножко повезло в начале нам. Но Ювентус все же дожал. Звучит финальный свисток, мы уступаем. Вот так вот Ювентус приехал к нам в гости и вырвал очень важную для них победу. Вот так, друзья, выглядит у нас группа Лиги Чемпионов. Мы вышли на первую строчку. И, как мы видим, Лейпциг уже никак нас не обгонит. Мы уже обеспечили себе выход в 1/8. Ну и сейчас мы можем только лишь его, так скажем, укрепить. У нас игра против Порту, игра на выезде. Если мне память не изменяет, в первом круге группы мы им уступили. Давайте посмотрим. Вот их стартовый состав. Ну а у нас сегодня немножко другая схема. Немножко другие исполнители. Вот так вот все выглядит. Да, немного подустала у нас оборона. Но я надеюсь, что сил хватит. И Альвареса сегодня пробую справа. У нас немножко Тамори как-то, так скажем, подрастроен. Не знаю, что случилось, но надеюсь, что все дальше будет лучше. Поехали. Надеюсь, что матч против Юви не подкосил сейчас нашу команду, как это иногда бывает, когда ты проиграл раз, и все начинает идти под откос. Надеюсь, что сейчас мы сможем выиграть. Но тяжело вот иногда именно в эмоциональном плане стартовать серию вот в таких вот матчах, когда они очень важны, а ты еще особо не вкатился, и будь то Лига Чемпионов, будь то принципиальный соперник по чемпионату, это все, ребята, вызывает некие, так скажем, трудности. Ну а сейчас Порту несется в атаку. Вот это момент. Хорошо, что от штанги мяч не заскакивает в сетку. Хорошая передача, Окафор. Ну вот уже здесь у Порту небольшая паника. Окафор хотел сместиться, либо может кому-то выкатить, либо обыграть голкипера, но не успел. Ляо раскачивает, здорово, Шешко.
Ждет забегание Ляо. Ляо простреливает в центр, Окафор. И угловой. А вот сейчас опасная атака Порту правым флангом. Что-то пытаются придумать, пытаются раскачать здесь Тео Эрнандеса. Галлахер ножку подставляет и угловой. И им очки сегодня нужны гораздо больше, чем нам. Плюс они играют, ребята, дома. Окафор. Мяч прокинул, здорово, на Ляо можно сыграть. И Ляо здесь пролетает мимо. Передача, да я на Ляо катил. Игра. Какой Окафор, там Ляо шикарно открылся. Ну, Ляо сейчас сам продавливает. Ляо. Окафор. И снова цепко действуют футболисты Порту. Канцелу здесь качнули. Удар по воротам есть. Накрыли. И есть еще пара минут в этом первом тайме. И Тео Эрнандес набирает скорость. Передача на Окафора. Окафор. Ляо. Тео Эрнандес, снова Ляо. Ну же, Окафор, удар. Как мы долго подготавливали эту атаку, и как же неудачно получилось с ударом. Пока 0-0, первый тайм завершен. Альварес. Неплохо скинул игрока соперника. Альварес набирает скорость, можно навешивать на дальнюю. Подача есть, а до Ляо чуть-чуть снова мяч не доходит. Ляо долго выбирал момент для передачи на Шешку. Там нужно было очень тонко сыграть. Но обычно где тонко, там и рвется. Шешко. Пас на Альвареса. Не добегает он. На Альвареса. Хорошая передача. Альварес. Забить. Вытаскивает вратарь. У нас выходит Пулишич. Вместо Альвареса у нас угловой. 63-я минута. Ляо, подача, удар Тео Эрнандеса. И вратарь снова тащит. Шешко. Пас на Окафора. Окафор бьет и снова вратарь. Ну что ж такое-то, сколько моментов. Здесь неплохая попытка. Неплохой такой обостряющий пас, но Эдерсон прочитал ситуацию. А здесь, ну, снова ошибаемся. И вот сейчас начинается такая ситуация, что Порту может, ребята, даже где-то додавить. Хорошо, справились. Ну а теперь добежать. Пулишич. Передача на Шешко. Ляо. Ляо заскакивает в штрафную. Ляо бьет, зарабатывает еще один угловой. Или нет? Пенальти. Рефу аплодирует. Шешко нам показывают Пепе. А слушайте, в кулачок-то мяч попал. Пепе, видимо, думал, что никто не заметит, но реф увидел. Давайте Ляо дадим ударить. Сейчас главное, ребята, забить. Ляо берет разбег, бьет поворотом и забивает. Ну вот не повезло с Ювентусом, повезло с Порту. Мы оформляем первое место в группе. Понятное дело, что в 1/8 нам будет тяжело. Матч закончен, ребята. Возвращаемся обратно в чемпионат. Но перед этим посмотрим, кто вышел так же, как и мы, из групп. Так, смотрим, друзья. Бавария, Астон Вилла выходят в следующий раунд Лиги Чемпионов. Барселона, ПСВ, ПСЖ, Ювентус, Милан, Порту, Атлетико Мадрид, Марсель, Манчестер Сити, Ливеркузенский Байер, Ньюкасл, Мадридский Реал, потому что Ньюкасл занял первую строчку в группе с Реалом, и Арсенал с Интером. Ну, слабых соперников здесь нет от слова совсем. В чемпионате мы продолжаем лидировать. Ювентус в 1 очке от нас, а так, ребят, там Рома, Фиорентина, разрыв, конечно, не маленький. Ну и давайте, мы отправляемся в гости к Болонии. Нам нужна победа и нужно сохранить первое место в турнирной таблице. У Болонии 3 поражения, 2 победы. И, в принципе, хорошая форма у команды. Единственное, Мейслер, там у них, это вратарь, если я не ошибаюсь, он на травме. У них резервист сегодня выходит. Ну и давайте тогда отправляться на игру. Вот состав нашей команды. Сегодня Чжау и Калюлю у нас в обороне. Дал я отдохнуть Салиби и Тамори, потому что они очень сильно устали. Ну и Саммервиль выходит с первых минут. Бенасер, Ковачич в центре. Погнали. Сегодня игры непростые. Какого-то куража такого у нас нету. Лучший бомбардир Рафаэль Ляо в нашей команде сейчас. 12 забитых голов. Ну вот Ляо даже с приходом
Шешко даже с приходом того же Альвареса все равно, ребята, второй сезон подряд доказывает, что он лидер по забитым голам Милана. Ну, я рад вообще, что у нас много игроков, кто забивает, что нет какого-то, знаете, вот, просто вот есть один игрок, который клепает голы, вся команда играет на него, и все здорово. У нас играют именно все, каждый бьется друг за друга. И сегодня, как видите, у нас еще и снежок на поле. Играет здесь здорово на Альвареса, открывается Саммервиль. И на рывочке несется сейчас в штрафную соперника Саммервиль. Окафор забить. Рикошетит мяч. И до ворот даже дело не дошло. Ковачич. Вот здесь неплохо. Хороший пас на Окафора. Удар по воротам есть. Снова рикошет. Ляо. Подача. Саммервиль. А здесь, ребята, подсуетился Альварес. 10-я минута, 1-0. Вот я говорю, у нас играют все. Не получилось у Окафора, не добрался Саммервиль с подачи Ляо. Но зато отскок подкараулил Альварес и вонзил мяч в сетку. 10-я минута. Канцелу, можно передачку в центр, Ковачич. И здесь здорово. Окафор пытался сместиться. Либо пробить, либо сделать пас, но не вышло. Здесь Тео Эрнандеса неплохо крутанули. Ой-ой-ой-ой, вся оборона сейчас посыпалась. Тео, надо догонять. Но он отрабатывает, отлично. И здесь классный пас на Окафора. Окафор. Ну а вот теперь на скорости. Окафор набирает скорость. Закидывал на Альвареса, но защитник успел подставить бедро. И только лишь угловой. Рафаэль Ляо. Подача. Все пролетают мимо. Окафор делает ложный замах. Передача в центр. Ковачич. 2-0. 2-0, ребята. Ковачич на 21-й забивает. Ну вот, может быть, сегодня, конечно, Болоне не повезло, что основной вратарь травмирован. Ну и у нас такие плотненькие, хорошие удары залетают, что Альварес там пробивал сходу. Вратарю было очень сложно что-либо придумать. Саммервиль. Передача в центр. Альварес. Ну же! Штанга! Я уже хотел сказать, что у Альвареса дубль, но нет. Бенасер здесь здорово. Прочитал соперника. Хороший пас на Альвареса. Бенасер. Передача во фланг. Ляо видит забегание сейчас. Какая подача, какой момент. Это снова был Альварес. Жаль, не получилось сильно туда проткнуть этот мяч. Но как Ляо накинул. И Альварес здорово открылся. И снова Альварес. Теперь уже его подача в штрафную на дальнюю. Ковачич. Ну вот не дубль Альвареса, так дубль Ковачича. 39-я минута. Там снова какая-то паника и неразбериха в штрафной соперника. Вратарь теряет ворота, опускает глаза вниз. В первом тайме он уже получил 3. У нас есть еще время в этом первом тайме. И Альварес и Саммервиль сейчас что-то пытаются придумать. Классная разрезающая передача. Саммервиль, забить! Куда ж ты бьешь, Саммервиль? Вот это напоминает мне Шешко первого сезона. Просто попади в угол. Окафор, здорово. Альварес, снова пас на Саммервилля. Ну же, момент удара. Вот здесь уже никого он прощать не будет. Саммервиль, ребята, делает счет 4-0 и говорит: время, время. Мы еще успеваем в этом первом тайме забить. Ну и здесь такая снова плавающая атака. Прям мяч здорово ходил с центра поля. С паса Окафора все началось. Ну и первый тайм 4-0. У нас сразу же в перерыве двойная замена. Декетелары и Рейдерс вышли вместо Ковачича и вместо Окафора. Дал я им отдохнуть. Хорошая передача. Альварес. Чуть-чуть, может быть, поторопился. Хотел я сразу из-за пределов штрафной ударить. Саммервиль, Кетеларе. Альварес.
И еще один, ребят. Ну вот почему Спорту и Юве так не летело? Альварес сегодня просто неудержим. Он уже сколько забил, он уже сколько сегодня моментов имел. И здесь плотненько, хорошо. Это уже 5-0. Я вот, кстати, не помню, какой у нас был самый разгромный матч. Ну вот, знаете, вот мы играем на измененных настройках, и смотрите, игра, в принципе, выглядит адекватно в плане того, что... Ну вот с Юве была потная игра, с тем же Порту не все получилось. Сейчас играем с Болонией, которая явно по силам слабее нас, и вот мы забиваем много, и... Вот это как раз и есть адекватность в плане бегунков, а то говорят, ты опять там много где-то забиваешь. Так мы и забиваем в основном тем, кто, ребята, слабее. Здорово, развернулся. Альварес. Удар плотненький, но вот тут уже вратарь вытащил. Хорошая передача за спину. Удар. Ух, вот это был момент. На секунду даже показалось, что мяч... летит в дальний угол. У нас также появляется Лофтус-Чик вместо Бенасера. Пас на Кетеларе. Удар по воротам. Да что ж такое, ребята, у вас с прицелом-то? Ну вот куча игроков, таких как Саммервиль, да Кетеларе, просто как Шешко в первом сезоне, к сожалению, не попадают в свор. Если бы сегодня мы все попали, все, что создали, мне кажется, ну это бы была просто крупнейшая разгромная победа 2 сезонов. Альварес, Кетеларе. А здесь еще пенальти, кажется, да? Кетеларе бил по воротам, и реф увидел, что мяч попадает в руку. Ну и да, действительно, она была. Давайте дадим Альваресу. У него, по-моему, уже дубль есть. Пускай попробует оформить хэт-трик. Почему бы и нет. Разбег. Удар. Альварес забивает. Альварес, ребята, забивает. Это 6-0. 88-я минута. Немножко даже жалко Болонии, что к ним приехали в гости и просто уничтожили. Но хотелось бы и свои ворота сегодня в неприкосновенности сохранить. Соперник идет в атаку. Передача. Удар есть. Отбиваемся. Кетеларе. Альварес. Сбивает Альвареса. Тут еще и желтая будет. Красная прямая. Вот это да. Но тут уже по полной программе не выдерживают нервы у футболистов Болонии. И почему там, скорее всего, офсайд был, раз реф свистнул. Но, тем не менее, хорошая, крупная, уверенная победа. Альвареса поздравляем с хэт-триком за Милан. У него сегодня просто сумасшедшие были моменты. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Борьбу продолжаем и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Нам достался интересный соперник в 1/8, так что, ребята, не пропустите новые серии. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.